шум. Прекрасная погода для ловли на боковой кивок. Друзья, всем привет! Вот уже и осень. Сентябрь месяц, ночи холодные, днем еще более-менее тепло, 23, 25, 20 градусов. Но ветреная погода. А для ловли на боковой кивок это не очень хорошо, мешает рыбачить. Будем сегодня с вами пробовать ловить карпа, а если повезет, то и амура. На небольшом водоеме, по кувшинкам. Щука гоняет малька рядом тут в кувшинках. Искать будем рыбу, как обычно, по руйкам. Взял с собой кукурузу, горох и червя. Червя, потому что осенью рыба постепенно переходит на живой корм, хочет больше мяса. Я буду одевать на крючок, на мормышку 4-5 червячков. Они у меня небольшие, навозные. И на саможало или кукурузку, или горох. Ну, начну, наверное, с кукурузы. В такое время года рыбу нужно искать ближе к руслу, ближе к ямам на водоеме. Там, где глубина больше, чем 1 метр. Это летом рыба любит выходить на мелководье, ночью, утром, покормиться, погреться. А вот осенью уже наоборот. С самого утра рыба преимущественно кормится и держится ближе к руслу, там где ямы, где большие глубины. А когда поднимается солнце, пригревает, теплеет, то рыба постепенно переходит на мелководье. Взял с собой удочку Cold Dragon, лавсановый кивок, шнур 0,41, тест у удочки 160 грамм, длина 5,7 метра, вес 365 грамм, но с катушкой где-то может грамм 400. Очень легкая. Сейчас сразу подготовим снасть. Сегодня туман. Пока плохо все еще видно на водоеме. Но метрах в 10-15 ройки будет видно. На этом водоеме есть и большой карп, и большой амур. Его не так уж и много. Водоемчик небольшой. Рыбаков приезжает сюда рыбачить немало. Многие знают за этот водоем. Там рыбка напуганная, наколотая, привередливая. Ну, не знаю, попробуем. Может, что-нибудь, да, и поймаем сегодня. Черви у меня небольшие. Ну, какие были, такие и купил. Ну вот, смотрите, что получается. Жало немножко выглядывает с кукурузы. Одеваю червей. Прокалываю в 2 местах. Ну, можно их по-разному одевать. И обрываю хвостики, чтобы он так вот не висели они, длинные, не свисали. В прошлом году я так ловил карпа, но без кукурузы. Уже туда попозже, ближе к октябрю. А сейчас он пока еще переходит с растительного корма на животный, поэтому нужно пробовать и так, и так. Берите с собой
все наживки, какие у вас есть. И горох, и кукурузу, и червь, потому что сейчас вот как раз такой период переходной, когда не угадаешь. Тяжело угадать с наживкой, с правильной. Ух ты, рыба стояла какая-то рядом. Пока с вами разговаривал, он такой, фух, ракетой ушла. Хотя здесь глубина небольшая, около метра. Ну, это, наверное, щука, скорее всего. Я сейчас нахожусь в начале водоема, а мы поплывем с вами в конец, ближе к дамбе. Там большие глубины, такие есть ямы. Ну, как большие глубины, до 3 метров, не больше. Ну, водоем здесь не глубокий. И вот там будет вся рыба сейчас. Температура сейчас примерно градусов 10, может даже 8. Кувшинка понемногу начинает опускаться, становиться все реже и реже. Но здесь в начале водоема я роек пока не вижу. Приплыл в самый конец водоема. Лебеди летают. И начну поиски роек с этого места. Есть ройки, но ройки старые. Шевеление кувшинки вижу. Ройки не видно, а вот кувшинка шевелится. Опустим. Глубина где-то 1 метр. Опускаю, держу там, около минуты, не больше. Нету поклевки, достаю. Увидел что-то похожее на ройку. О, лебеди учатся молодые летать. Это не очень еще получается у них. Увидел что-то похожее на ройку. Вот видите, впереди появляются пузырьки. Но то ли это ройка, то ли не ройка, непонятно. А ну-ка. Глубины совсем нету. Не, это не ройка, это, видать, была рыба. Когда-то тут рылась. А сейчас ее уже здесь нет. Ройку увидел, но небольшую, наверное, линь. О, дальше пошел. Только опускаю, он дальше уплывает. Сошел.
Смотрите, какая чешуя. Я его забагрил. Увидел такие небольшие пузырьки на поверхности воды. Маленькие-маленькие такие. И много. Но новые не появлялись. Ну, думаю, опущу, посмотрю. Может, он еще там стоит. Опустил. Наверное, секунд через 10. Кивок только постепенно так вниз, вниз пошел. Сделал подсечку. Он как даванул. Я даже не понял, и кто. Амур или карп. Но рыба была очень большая. Я сразу понял, что забагрил. Когда кивок у вас идет при поклевке плавно-плавно вниз, без поднятия вверх, это 100% он зацепился брюхом и потянул наживку вперед, ну, в ту сторону, в которую он двигается. Протянул меня где-то он на метра 3. Я сначала подумал, оборвал мормышку, но нет. Фух, жалко. Роек мало сегодня. Тумана уже почти нет. Может, начнут появляться роечки. Вот я заметил, как сильный туман, роек практически нету. Мало роек. Пугают рыбы, летают туда-сюда. Смотрите, что творится. Вот так вот. Кошмар. И, кстати, они уже так летают, наверное, минут 20. Хочу вам показать, когда я делаю подсечку при поклевке на боковой кивок. Увидели ройку, либо вы, если рыбачите по закормленным точкам, опускаете мормышку с наживкой на дно, у вас кивок будет в таком положении. Чуть-чуть приподняли его под углом 45 градусов. При поклевке карпа или амура кивок в 90% случаев приподнимается кверху. Вот так вот. Я сразу делаю подсечку. Сразу же, не жду. Бывает, что наоборот, кивок постепенно уходит вниз. Это в 90% случаев он зацепил плавниками вашу наживку на дне и поплыл дальше. Можно тоже делать подсечки. У меня бывало такое, что вот при такой поклевке, когда боковой кивок идет вниз, мормышка оказывалась у карпа во рту. Но часто бывают и, конечно, зацепы. Багрится рыба в таких случаях. При ловле карася и линя у них немножко другая поклевка. Вот так вот кивочек ходит, дергается туда-сюда и немножко приподнимается. Как только вы видите, что начал вот так вот дергаться кивочек, туда сверху вниз и приподниматься, сразу делайте подсечку. Не ждите. Это вам не рыбалка на поплавок, когда нужно ждать, что поплавок потопит или выложит. Здесь подсечки делать нужно практически сразу при поклевке. О, есть амур. Амурище.
Сюда, давай. Опа, опа, опа. Сломала подсак кончик. Тихо, тихо, тихо. Не хочет идти, и все. Вот это да. Давай. И подсак сломался. Ой. Ой. Есть. Вот это да. Амура поймал, но расстроился. Сломал кончик. По собственной вине. Хотя вершинка, кончик удочки полнотелый, карбоновый. Сейчас покажу. Ой. И сломал об подсак. В принципе, на него еще можно рыбачить, но я лучше куплю еще один. Так, запасные кончики у меня есть. У меня есть и пустотелые кончики. О, видали, где сломалась. Стал заводить амура в подсак, а он резко крутанул и кончиком ударил об подсак и сломал кончик. Ай, смотрите, какая махина. Сколько думаете? Я думаю, килограмм 8. Ну, в конце взвесим обязательно. Так, не буду его пока мучить. Ложу его в мешок. Достаю удочку Феникс. И продолжаем дальше рыбалку. Так, достал удочку Феникс. Будем продолжать рыбачить на нее. Она помощнее. Но единственное, что мне здесь шнур стоит 0,36. А там на колдрагане у меня 0,41. Ну, я думаю, ничего страшного. Крючок у меня стоит здесь такой же, как и на колдрагане. Насаживаем червей, кукурузу и продолжаем дальше искать амура или карпа. Так как у меня черви небольшие, то я насаживаю по 4, по 6 штук. Плывем дальше, ищем ройки. Может, еще кого-нибудь поймаем сегодня. Была поклевка. Елки-палки. Прозевал. Сплавал только что на берег. У меня там была проволока. Замотал проволокой, изолентой. Вот, перемотал тут все. Вот здесь поломался подсак.
Ну, вроде бы держится, я думаю, для сегодняшней рыбалки мне его еще хватит. А потом уже буду брать свой новый подсак. А у этого сегодня подсака последняя рыбалка. Опа! А вот и его величество линь. Увидел ройку, думал, там хорошая рыба. А оказалось просто линь. И он постоянно уцепляется за кувшинки. Сейчас достанем. И отпустим. Ой. А подожди ты. Стой. Стой, ты еще и меня поймаешь. Во какой. Ну был бы ты хотя бы килограмма 2, я бы тебя взял. А так расти. Ветер подул еще сильнее. Волна страшная. По прогнозу не стоял сегодня ветер. Ну, такой сильный. Заплыл тут за деревьями. Хоть ветра нету, погреюсь, чай попью. Роек с утра было совсем чуть-чуть. Ну, сколько я видел? Может, 3-4 ройки увидел. А сейчас вообще не вижу роек. Пока пью чай, решил рассказать по-быстрому за удочку Феникс. Я на нее редко рыбачу. Хотя эта удочка создана для более крупной рыбы. 10 плюс, там, до 20 килограмм на эту удочку можно рыбу вытаскивать нахрапом и не переживать, что она сломается. Ну, если все делать аккуратно и по книжке, скажем так. Единственный минус у этой удочки — это ее вес. Она тяжелее Cold Dragon, ну, грамм на, наверное, на 100. Длина такая же, 5,7 метра. Тест у Cold Dragon 160 грамм, у этой удочки 220 грамм тест. Я в прошлом году на ее как-то рыбачил, доставал карпа. Я не помню, уже где-то в каком-то видео говорил вам. Кому интересно, можете, кстати, и посмотреть это видео с прошлых моих рыбалок на боковой кивок за прошлый год. Вот в каком-то видео я рыбачил на Феникс и доставал карпа в районе 5 килограмм. Я его просто достал как килограммового карася. Поплаваю еще, наверное, около часа. Если роек не увижу, буду собираться домой, а смысл плавать. Приплыл в самый конец водоема. Там прямо дамба. Сюда к корягам. Кто смотрит мои видео, тот узнает сразу это место. Там, где я поймал карпа зеркального. По-моему, на 7 килограмм, я уже не помню. Хороший карп. Попробую еще тут порыбачить. Видел ройку недалеко от берега. Ветер страшный. Но попробую опустить. Может, получится что-то. Да. Лодку потянула. Ну-ка еще раз. Только опускаю, ветер лодку сносит. Ой-ой-ой. Ух ты, поклевка была. Была поклевка. Опустил в одно место, во второе, в третье. И кивочек только, смотрю, только медленно, так раз пошел. Сделал подсечку, ничего не почувствовал. Я думал, что это
зацеп. Забагрился, как обычно, при такой поклевке. Но оказалось, что нет. А почему нет? Потому что достала, а на крючке нету ничего. Видел ройку линя, вот впереди, в 3 метрах. Сейчас попробую опустить туда червя с кукурузой. Была поклевка. Была, но это был линь 100%. Ройка маленькая. На крючке ничего нету. Ой, заплыл. Такое более-менее тихое место, спокойное. Наплавался я на сегодня, мне хватит. Устал бороться я с ветром. Ветер такой. Там вот как раз, где кормится рыба, там, где должны быть ройки, там такая волна сейчас идет. Невозможно рыбачить. Ну и то ладно. Свою рыбу я сегодня поймал. Роек было, наверное, 5 или 6, которые я видел. Более-менее такие большие. И то в основном амур, карповых роек я не видел. Ну вот который сошел, которого я забагрил, по-моему, это был карп. А может и амур. Не знаю, я его не видел. Но огромный был. Там, наверное, за десятку 100%. Наживку я сегодня использовал червя и одевал кукурузу на жало крючка. Ройки все практически срабатывали, которые я сегодня видел. Но их было очень и очень мало. А как подул ветер, их вообще не стало. Ну, на то она и осень. Сразу чувствуется по последним рыбалкам, что уже осень. Летом, конечно, было повеселее. Ну и то ладно, не грех жаловаться. Сейчас поплыву, заберу мешок с рыбой, взвесим амура. И буду я потихоньку выплывать на берег. Опа. Вот такой вес. Ставьте обязательно, друзья, лайки, не забывайте за такого амура. Это мой трофей на сегодняшний день. Пишите обязательно комментарии, делайте репосты видео. Кто не подписан на канал, подписывайтесь, не забывайте нажимать на колокольчик. Встретимся на следующих рыбалках. Всем пока!